Всем привет! Сегодня мы будем говорить на тему, как сказать ребенку-подростку или вашему знакомому взрослому человеку о том, что вы подозреваете у него расстройство аутистического спектра. Сокращенно я буду сегодня использовать аббревиатуру РАС – расстройство аутистического спектра. Итак, по каким причинам важно про это сказать? Первая причина – это самопонимание и самоосознание. Расстройство аутистического спектра влияет на восприятие мира в целом, на взаимодействие с другими людьми и способность обрабатывать информацию. Осознавание своих особенностей и понимание, что у вас есть РАС, поможет лучше вам понять себя, собственные реакции и потребности. Второй пункт – это получение помощи и поддержки. Когда вы понимаете, что у вас есть расстройство аутистического спектра, вы можете запросить и получить должную поддержку и помощь, которые в свою очередь позволят вам овладеть новыми стратегиями, новыми навыками для того, чтобы более эффективно справляться с теми вызовами и проблемами, с которыми вы сталкиваетесь на ежедневной основе. Получить подобную помощь и поддержку вы можете в моей телеграм-группе. Если вы готовы общаться с интересными людьми, тогда наша телеграм-группа именно для вас. Она называется «Аутичные голоса». Это место, где каждый найдет понимание и поддержку. Здесь мы создаем уютное сообщество для аутичных людей и для тех, кто хочет лучше их понять. Каждую неделю я, автор канала, буду отвечать на 3 самых популярных вопроса от подписчиков, помогая разобраться в сложных ситуациях и давая советы по взаимодействию с внешним миром. Присоединяйтесь к нам и станьте частью дружного и поддерживающего сообщества. Ссылка на группу «Аутичные голоса» будет под видео. Следующий важный пункт касается межличностных отношений. Понимание того, что у вас есть РАС, понимание его особенностей, его специфики, собственных реакций позволит лучше вам настроиться на общение с другими людьми. Лучше понимать и осознавать собственные предпочтения, собственные потребности и таким образом предотвратить возможные недоразумения и даже конфликты. Все это способствует укреплению ваших взаимоотношений с другими людьми и повышению навыков коммуникации. Четвертая причина – самосознание и уверенность. Когда вы осознаете, что у вас есть РАС, вы понимаете, почему вы реагируете тем или иным образом, почему вы чувствуете тем или иным образом. Вы можете лучше предсказать ситуации, которые могут с вами случиться, и предсказать свою реакцию, когда вы будете сталкиваться с теми или иными сложностями. Итак, если объединить все вышесказанное, то для чего говорить человеку о том, что вы подозреваете у него РАС? Дело в том, что понимание собственного состояния, собственных особенностей поможет человеку получить необходимую поддержку, лучше управлять собственными эмоциями и собственным поведением, что приведет к углублению общения между ним и окружающими людьми. Как более корректно выразить свое подозрение о РАС? Первое. Пожалуйста, подготовьтесь. Исследуйте, что это такое расстройство аутистического спектра, какие у него есть проявления, какие есть симптомы, особенности. Сейчас я скажу пару слов, что же такое РАС, расстройство аутистического спектра. Это нарушение нейроразвития, которое проявляется в особенностях социального взаимодействия, коммуникации и поведения. Оно имеет разнообразные различные варианты выражения у разных аутичных людей. Основными признаками РАС являются: первое – ограниченная способность взаимодействовать и устанавливать социальные связи. Люди с РАС могут испытывать трудности в общении с другими людьми, трудности с пониманием невербальных сигналов. Они склонны к минимизации своего вклада в общение. Следующее – ограниченные повторяющиеся паттерны поведения и интересов. Люди с РАС часто проявляют стереотипное поведение и ограничивают свой круг интересов какой-то узкой областью, в которой они, в свою очередь, могут быть глубокими экспертами. Третье – это сенсорная чувствительность.
Аутичные люди часто испытывают нарушения восприятия, обработки сенсорных сигналов от органов осязания, слуха, визуального канала и других сенсорных систем. Им могут быть неприятны определенные текстуры, запахи, яркий свет и так далее. Напомню еще раз, что выраженность признаков раз может быть различной от человека к человеку. Кто-то испытывает выраженные сложности в социальной адаптации. У других людей эти признаки могут быть менее заметны и не сказываться в такой степени на их социальной жизни. Следующий важный пункт. Выберите, пожалуйста, подходящее время и место. Постарайтесь, чтобы обстановка была комфортная, чтобы раздражители были минимальные. Это поможет вам, а в первую очередь вашему собеседнику, лучше сосредоточиться на вашем разговоре. Следующее. Пожалуйста, будьте чуткими и эмпатичными. Старайтесь быть терпимым, понимающим, уважительным. Покажите человеку, что вы готовы его выслушать, поддержать, понять. Четвертое. Используйте простой и понятный язык. Избегайте сложной речи, двусмысленных выражений, метафор. Вот такие фразы помогут сделать ваш разговор более осознанным и полезным. Например, ты знаешь, я заметила некоторые особенности в твоем поведении, которые могут указывать на наличие расстройства аутистического спектра. Я хочу поговорить с тобой об этом, чтобы ты мог или могла осознать свои особенности, получить поддержку, если это тебе нужно. Другой вариант. Я заметила, что ты предпочитаешь конкретные бытовые рутины и структурированный распорядок дня. Возможно, это связано с расстройством аутистического спектра. Я хотела бы с тобой это обсудить и понять, как я могу тебе помочь в твоей повседневной жизни. Или другой вариант. У меня возникли подозрения, что ты можешь находиться в аутистическом спектре, основываясь на твоих способностях к общению и социальному взаимодействию. Я бы хотела с тобой поговорить об этом и узнать, как я могу быть тебе полезна. Или вы можете использовать более общую формулировку. Например, ты знаешь, я заметила некоторые черты, которые проявляются у тебя в общении и в твоем взаимодействии с окружающими. Возможно, это может указывать на наличие у тебя расстройства аутистического спектра. Может быть, нам стоит обратиться к специалисту для дальнейшего изучения и консультации. Как ты думаешь? Далее я скажу, что делать после того, как вы выразили свое подозрение о том, что у человека есть раз. Дайте, пожалуйста, достаточное время для ответа. Дело в том, что людям с раз может потребоваться гораздо больше времени для обработки той информации, которую вы дали, и формулировки ответов. Подождите спокойно, не давя на них. Обсудите с человеком его потребности. Будьте готовы предложить поддержку, ресурсы. Порекомендовать специалистов, организации, группы поддержки. Если человек не желает говорить с вами о своей аутичности, пожалуйста, уважайте его решение и не настаивайте. Важно помнить, что каждый человек уникален. Подход может отличаться от человека к человеку в зависимости от его индивидуальных особенностей и потребностей. Старайтесь быть открытыми, гибкими, способными адаптироваться во время разговора. Вы также можете записаться ко мне на консультацию для дополнительной поддержки и получения рекомендаций. Для этого нужно написать по номеру телефона, указанному под видео. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.